Здравствуйте, господа! Для вас последний дубль вышел неделю назад, для нас он был снят вчера, а уже сегодня мы присутствуем в малярке. Все тот же самый кузов из последних кадров той серии, у которого мы присутствуем и который уже сегодня должен разбираться. Должны сниматься стекла, он должен полностью оголиться до металла, должно быть снято полностью все. Как нам сказали уже, вот эта штука, например, хотел ее пнуть, но боюсь, стекло улетит. И также передние крылья, они просто выбрасываются, они нам не подойдут. Наши идеально восстановленные двери, которые мы купили за 15 тысяч рублей комплект, уже также здесь. И еще, возможно, что-то из этого также будет полностью выкинуто. Кстати, например, задний бампер. Он также будет полностью выкинут, его восстанавливать смысла нет. Он не такой идеальный, как хотелось бы. Бампер будет покупаться новый и ставится новым. И после этого вся эта машина должна будет уйти в песок, чуть ли уже не сегодня к вечеру. Чтобы работы длились максимально быстро, мы теперь живем в каждом сервисе, кто делает работы по Audi, и стараемся всех посильнее пинать, иначе ничего не произойдет. Мы это уже проверяли. Погнали! Взорвали, наконец-то, полностью. Вот теперь все, остался точно один остров. И вы знаете что? Нет сюрпризов. Разбирая такую машину, я был полностью уверен, что мы найдем кучу дыр, каких-то скрытых еще нюансов. Ну что, как минимум, когда мы снимем лабаш, здесь должны были бобры просто все вот так съесть. И этой рамки не должно было быть. А она вся на месте, и это все металл. То есть даже сейчас я вам возьму чем поцарапать. Смотрите. Там белый металл везде. В каком бы месте мы не шкрябали, это белый металл. И даже здесь. Сейчас, тут надо долго шкрябать. Вон он. Смотри, вот он там блестит. То есть оно не съедено, нет дырок, нет гнили. И практически так везде по полу. Те две дырочки, которые мы нашли снизу, они также на месте. Это ноги водителя и ноги переднего пассажира. Вот такие дырки, которые на пескоструе, скорее всего, увеличатся вот до этого состояния. А в остальном, ребята, он сильно мятый. Но посмотрите, везде прямо грунт. Это очень приятно, потому что я был уверен, что это все сейчас придется наваривать. Это занимает там дни целые рабочие. Это большая проблема. У нас, по-моему, где-то вот эта дырка, да, вот как она была, так она на песке, скорее всего, разойдется здесь у стакана, что, кстати, прямо, но это наварим. И все, рамка заднего стекла, вокруг люка все металл, нигде не сгнило. Потолок снизу белый, чистейший, без ржавчины, стойкий, на местности. То есть просто начинается только-только вот это рыжики лезут, никакой гнили. Пороги как были мертвые, так мы их мертвыми по сей день не видим. И все. Ну, арочки и так далее. Двери не имеют значения, мы это поняли. Сейчас машина вечером уезжает в Пескоструй. И когда она вернется, у нас будет уже окончательный вердикт, какой объем кузовных работ будет по этой машине. До встречи здесь же, после Пескоструя.
Пока кузов у нас разбирается и песочится, подвеска готовится абсолютно к такой же процедуре. Смотрите, у нас выложен абсолютно весь низ. Ну, на самом деле, кроме двух задних приводов, да, я думаю, самые внимательные все равно бы это заметили. Но, в общем, цель такова. У нас есть передний, задний подрамник, редуктор, привода, рычаги, амортизаторы, пружины. И поскольку задача есть сделать машину абсолютно как новая, соответственно, все это разбирается. Не должно остаться камня на камне. Каждый элемент подвески, сейчас уже, как вы видите, она разобрана, будет песочиться, краситься в черный глянец или в черный мат или полумат. Ну, в общем, это должна быть просто подвеска, как будто она только что установлена с завода. Покупать все это новое абсолютно бессмысленно, потому что оно уже есть, и практически все исправно, кроме немножечко пружин и амортизаторов. Поэтому все это сегодня разобралось. Сейчас это уезжает в песок, в очистку, замену сайлент-блоков. С тормозами мы на самом деле будем разбираться, потому что не факт, что тормоза останутся такими. Есть все-таки известные решения по Audi S4, это понятно. Тормоза сюда залетают практически от любой ВАГ-группы, в идеале вообще с Cayenne, и проблем абсолютно не знают. Но с другой стороны, может останутся и эти, потому что тормоза на самом деле новые, и перед, и зад. Да, у них немножко пострадавшие щитки, потому что вот это, конечно, уже обратно не поставишь, а если ты попытаешься это отпесочить, то, в принципе, с песка просто ничего и не вернется, вернется только сам песок. Возможно, придется поставить новые щитки. В общем, по тормозам конкретного решения не видно, я до сих пор офигеваю. Ты же не снимал вчера Никитос, да? Ты видишь, что не так с этими тормозами? То есть ты врубаешься, да? Диск поставили большой, а машинка старая осталась. То есть что за прикол? Как это возможно? Что думал мастер, когда это ставил? У него же был какой-то в голове план. Они, по-моему, разные. Два задних по-разному сточенные. Задние по-разному сточенные еще? Как будто, да, смотри, этот колодка больше как будто прикасается, а это меньше. Поэтому, на самом деле, когда мы заехали, я же заехал на стенд, который тормоза проверяет, и он на стенде мне тогда еще, помнишь, сказал, что задние тормоза по-разному тормозят. Я еще об этом вам рассказывал. Вот оно. Но при этом эти диски абсолютно новые, и передние, и задние. Вот передним диском 1008 до 10. Вот, это шикарный, жирнейший диск. Без всяких вот рисок, без ничего. Не только-только начинается бортик. Грубо говоря, их можно проточить. Мы же все сняли. Колодосы. Но это они жирнейшие. Эти колодки пройдут еще 20 тысяч минимум. Даже подо мной. Перед где у нас? Тоже, смотри, вот это переднее. Здесь в переднем у нас 4 колодки. Это вот эта Audi схема. Сейчас с датчиком. Датчик, конечно, уже не работал, здесь понятно. Но 4 колодки, ты посмотри на них. Им тоже несколько тысяч километров, и износ равномерный. То есть, конечно, с одной стороны, хочется тормоза поменять. С другой стороны, что, блин, не так с этими-то? Назад поставить другие машинки, чтобы они полностью работали. И у нас даже диаметр перед-зад. Да, они вот там разница 5 миллиметров, если она вообще есть на самом деле. Офигенные тормоза. Отсюда и вопрос, что делать. Редуктор задний, скорее всего, в перебор. Сальники потели. И надо посмотреть, что с блокировкой. Непонятно, почему она не работала. Просто воткнуть ее принудительно, может, заработает. Ну и задние тормозные машинки, понятно, это на выкид. Вот это вообще не упало, потому что они просто не от этих тормозов. Такое ощущение, что они от старого диска. Вот этот адаптер, смотри, да? Адаптер сделали, которым они эти машинки вынесли на больший диск. То есть они же, прикинь, об этом думали, секундочку. То есть они ставят большой тормозной диск, у нас скоба родная не встает. Мы делаем удлинитель, адаптер, ставим родную скобу на большой диск. Это же все делалось на трезвую, мать его, голову. И это все обслуживалось, при этом в этом стоят новые колодки. Как вы можете это делать? Я не вдупляю. Вы же видите, что колодка на пол диска работает. Что происходило в этой голове? Как можно делать это? Это на спортивной машине. Ведь тюнинг, получается, не сработал. Площадь торможения не увеличилась. Да, больше диск мог отвести больше тепла. Но какой смысл? Ладно. В остальном чуть полегче. Просто сайленты, полиуретан, где был, мы его там и оставим, потому что ехала машина вполне достойная и все будет нормально. И с нашей подвеской. Мы изначально думали, что стоит занижение. Но это, ребята, не занижение. Это пиленные пружины оказались. И из-за этого у нас вот здесь есть демпфер у амортизатора. Вот, его разбило. Потому что аморт был без занижения, а пружины пиленные. Поэтому аморт постоянно шарашил в демпфер, тем более эти квадростарты. И получилось, что занижения как такового у машины не было. Это были просто запиленные пружины, которые убили и один демпфер,
И они убили, соответственно, вот он второй демпфер. А здесь, что пружина, видишь, она же запилилась. И чтобы она не выпадала, вот даже видно след от болгарки, она на стяжечке находится. А здесь на стяжечку не хватило. А, есть, да, здесь железный хомут нормовский, ты это видел? Это просто хомут, смотри. То есть вот такого, конечно же, не будет, да. Ну и, соответственно, у нас уже есть проблема. Это вот один кулак. У него приехала опора нижняя, в которую у нас упирается пружина. То ли от времени, то ли неправильно был уставлен. Короче, не суть. Чтобы не покупать новый кулак, сейчас будет вставлена заплатка, все это будет заварено. Дальше у нас, как я понимаю, снова должен быть песок, чтобы это все было нормально. И дальше покрас. Кулаки тоже будут как новые. Я уж молчу про то, что не было АБС, тормозные трубки были проложены кое-как и так далее. Это все нормально, когда 94-го года автомобиль, и, ну, там внешне было видно, что не все в порядке. Но с тормозами горит до сих пор, это трындец. Смысл было вкладываться в эти тормозные диски, когда они абсолютно не работают. Возможно, где-то бесплатно нашли эти задние тормоза большие, вот что я думаю, знаешь. Это, наверное, единственная логика. Потому что зачем тогда нам платить за больший тормозной диск, когда мы не ставим скобу другую? Какая? Что? Ладно. Короче, все будет хорошо, но позже. Погнали. Значит, вариант А, вот она машина, вы ее можете забрать, нет проблем. Так. Вариант Б, мы закончим свою работу и поясним, почему так долго это все было. Геннадий говорил, что сегодня будет. Геннадий, он молодой мальчишка, понимаете, он очень упорный, он много очень с этой машиной сделал. По опыту говорю, у нас много машин на восстановление, а это, то есть реально как бы очень много работы проделано. К нему претензий нет. Претензий только потому, что сроки, он обещал что-то там, ну, по молодости. 3 дня он нам сказал. Да, значит, по факту, 3 дня он только отдирал герметик. Реально, если кто-то знает другую технологию, поделитесь, потому что он грел эту машину драконом аккуратно, чтобы не перегреть, чтобы не повело металл, чтобы там то все 50. И шпателем вручную отдирал герметик от днища. Вот здесь, понятно. И после этого только он мог начать пескоструйную работу, потому что пескоструй не берет герметик. Да, это мы в курсе. Да, да. Сейчас работа сделана, вот, оцените. То есть я сам только что вышел, только она вся выдрана. Все днище, все, это просто нереальный объем работы. Понимаете? Сколько вам еще то есть нужно? Значит, Гена сейчас не строевой, но к зубному я его отвез. Значит, сейчас мне надо самому тогда понять объем работ, найти исполнителя. Все, дизель у нас все работает, все исправно. Машина, не понимаю, почему она не в роботе, значит, ну не в подъемнике, значит, он все снизу сделал. Ну, понизом, да, есть видео отправляем. Да. Значит, осталось только вот это. Вот это, если вы сегодня действительно хотите забрать, значит, сейчас я тогда ставлю боевую задачу, осматриваю все это и говорю, что там через день она готова, или к вечеру она готова. Да, это устраивает. Вот, о чем и речь. Значит, в чем суть качелей? Как вы знаете, наши видео с Audi выходят раз в неделю. И у нас прям серьезные проблемы, потому что машина здесь 2 недели. Вы спросите, как так получается и почему на прошлой неделе вышло видео? Да потому что мы снимаем их вперед. Сегодня, если вот так, ну, чтобы вы понимали, ориентировались, сегодня у нас 9 марта. Ну, как вы только что слышали из разговора, такая несогласованность возникла потому, что первично сроки были поставлены нереальные. То есть 3 дня, хотя в 3 дня, вот как сейчас утверждает человек, вписаться было нельзя. В общем, у нас серьезная проблема, потому что, во-первых, песок держит малярку, из-за этого все это растягивается, и наша задача эту проблему сейчас решить. Но если машина сегодня вечером отсюда выходит, то у нас все устраивает. Сейчас ни про качество, ни про что мы с вами не рассуждаем, потому что претензии к качеству предъявляются по окончании работы. Я всегда сторонник этой позиции. Если мастеру удобнее работать так, пусть он работает. Но, в общем, как вы поняли, машина в песке. В песке она 2 недели. Мы в заднице, потому что малярка еще не началась. Это значит, что серии перестанут выходить. А я этого боялся с первой серии. Сейчас ровно то, что я ненавижу и чего я вообще не хотел с самого начала. И это единственный сервис, в котором мы не жили каждый день и не сидели на голове у мастера. Вот это единственный момент, когда мы отвлеклись. Да, Яр? Вот один сервис, от которого я отвлекся. И все, она встала колом. Поэтому сегодня мы здесь, господа. До победного. Сегодня кузов. На этом стуле
как мы поняли, да, оба мои, и я даже не стесняюсь этого, все мои, никому ничего не отдам, но эта машина должна уехать в малярку, наконец-то. Продолжаем. Гидробласт. То, что вы только что видели, это Алексей и Link Show, тот самый Леха, который вместе с Вадимом на вашем любимом канале делает эти странные машины, в том числе. У него же есть гидробласт. Гидробласт — это офигенная технология, которая заменяет пескоструй. Значит, смотрите, что получается после гидробласта. Мы получаем огромное количество новых деталей. Они, конечно, не новые, они наши же детали, но вы оцените, как теперь это выглядит. Когда я в прошлой серии говорил, что каждая деталька будет очищена и выглядеть как новая, не все поняли меня так, как должны были. А вот, посмотри, и вот так будет с каждой деталью. Вы чувствуете, как эта машина будет собираться? Как вот это будет просто вот музей, просто музей со всеми там логотипами Audi и так далее. Это у нас поддон, да? Шкив передний, обратите внимание, он тоже как новый. Это мы только начинаем с вами. Кронштейн вентилятора. Смотрите, то есть весь двигатель должен быть просто как из магазина. Только что. Смотрите. Как вам такое, а? 94-го года детали. Вы только посмотрите. Владян, хочешь, чтобы твой мотор так же выглядел, да? Все хотят открывать капот, а там вот это. Но ты представляешь, это мы только начали. Что у нас есть по мелочевке? Все возможные шестерни, они или новые, или почищены тоже. Ничего не остается, как было. Ну, есть, понятно, вот тяги, они старые, они будут или меняться, или новые ставятся, или тоже чистятся. Кронштейн масляного фильтра. Ну, вот я думаю, уже можно не открывать даже целлофан, да, вы представляете, какой он. Он абсолютно вот так же выглядит. Все навесульки, все запчасти. Westgate, вот эта ржавая большая штука сверху, которая на AN-моторе всегда на фотографиях. Вот этот, посмотри. Вот он. Вы представляете, это не новое, это не надо покупать. Это все делает Леха из The Link Show. Алексей, ты, конечно, волшебник. Я ссылки в описании оставлю. Причем эта технология, видите, Westgate, он очищался без разбора. Мембраны, прокладки, резинки, колечки. Все остается живым. Смотрите. Медяха, вон там, видите, медные гайки. И его не перебирали, он такой и был. То есть эта технология позволяет очищать деталь, не разбирая ее, и ничего при этом не уничтожает. Это же гениально. Всякие патрубки. Термоэкран. Посмотри. Офигеть. Он немного пострадал, к сожалению. Он не совсем идеален. Вы знали, что на нем выштамповка Audi есть? Выштамповка Audi, он немножко погрызся. Мы попробуем поискать, но учитывая, где он стоит, этого видно не будет, а термоэкранчик чистенький. И вот так каждая деталька, каждый рычажочек. Все, посмотрите, редуктор. Редуктор очищен, но он будет очищаться еще, потому что его, во-первых, нужно разбирать, у него потеют вот эти сальники полуосей и так далее. Но самое главное, что мы имеем, это лягуха блокировки. Смотрите, свободный диф, да? Вопросов нет. Вот он, свободный, все крутится как и надо в разные стороны. Кайф? Кайф. Вытащили блокировочку. Опа. Блокировка-то рабочая. Все, вот блока есть, пожалуйста. Задний диф исправен. Блоку убрали. Опа, заработал диф как есть. Блоку вытащили. Оп. Кайф. Редуктор исправен, но мы все равно его разберем, все равно его переберем. Сальнички новые, чтобы не потел, и порошок. Ну, еще песок и порошок, чтобы он выглядел прямо... Вот эти болты, они должны быть тоже новые.
Потому что что вот это вот? Что вот это вот? Это разве реставрация? Нет, это не реставрация, это шляпа. Поэтому это все будет тоже новое. Смотри. Радиатор. Это анбоксинг деталья. Ты знаешь, сколько сразу деталья? Новый радиатор масляный. Напомню вам, оригинальный радиатор масляный у Audi, он примерно был вот такой. Вот прям вот 4 секции, если даже не 3. Вот такой. Теперь он будет вот такой. То есть никаких проблем по перегреву по маслу не будет. Если кому было интересно, детали приезжают. Детали приезжают пока еще. Причем они приезжают из разных стран, и они приезжают. Пока что отказов по запчастям у нас так в итоге и не наступало. Смотри, а это интеркулер. Это, ребята, фронталочка приехала. Вот это будет теперь нормальный кулек на фронталку. Вы понимаете? Он будет висеть за бампером. У нас пока большие проблемы с бампером, его не найти. Потому что, напоминаю, у нас S4, а не S6, и бампер на S4 другой. А бампера в продаже, если есть, то они S6, они не S4. И вот тут эксперты начинают: в смысле, ведь не было же S4 в 100-м кузове, да? Однако была, и у нее свои бампера, свои фары, свой капот, своя задняя бленда, еще много чего своего, и мы ищем именно S4. Ну, кронштейн и подушек, это, ну, подушка здесь будет сама. Или это уже поменено, это уже полиуретан, да. Тормоза лежат, они старые, они не будут чиститься по тормозам или в этой, или в следующей серии, еще расскажу. Ребята, это просто, это лучший анбоксинг в моей жизни, это как будто сегодня день рождения. Собираются запчасти на мою красотку. Что-то невероятное. Кулак родной. Отреставрированный, отпесоченный, покрашенный, Германия, с новой ступицей, с новым ступичным подшипником, с сальниками, совсем новым. Как? Я просто не могу предвкушать даже себе уже, я уже ночи не сплю, я уже думаю, когда это начнет собираться. Когда машина 94-го года собирается вот так из новых запчастей в чистых перчатках, без масла, без грязи, просто тур. Это все такое стоит, все такое идеально, это все можно потрогать. А здесь под тряпочкой у нас вообще ковер. Я вам его еще покажу, наверное, в следующей серии, когда мы про салон будем снимать. В общем, ковер отдельно очистили, отмыли, он оказался черный, на самом деле, не темно-синий и так далее. Я на самом деле очень вовремя, вы знаете, решил восстанавливать именно старую машину, потому что покупать новую, заказанная мною новая машина, кстати, это не Range Rover, я не знаю, почему вы решили, я не заказывал новый Range Rover, я заказывал кое-что другое, но оно, конечно, тоже не приедет, само собой. Но вместо этого я понял, что сейчас в текущих обстоятельствах сделать себе легендарную машину, которая старая, но как новая, может быть даже проще и гораздо, самое главное, по эмоциям, это круче, чем покупать новую, потому что если вы сейчас решите покупать новую машину, это будет крайне сложно. Поэтому рекомендую вам просто вот идите на дром, поищите там. Если вот вы ищете и вот вы не можете найти, вы просто еще не заходили на дром. Поэтому, ребята, заходите на дром, ссылка на него будет закреплена в комментарии, и какую-то тачку вы найдете точно из того, что ищете, я вас уверяю. Если не хотите, как я, вот это все восстанавливать по 3-4 месяца и так далее, хотя, на мой взгляд, мне лично, из моих последних эмоций вообще, вот сколько я покупал новые машины, вы знаете, да, мои видосы, это заслуженный лох Российской Федерации. Все норовят почему-то меня вот как-то обуть. Только пхев нормально, кстати, мы купили, проблем не было. Ну, еще кое-что, а то, о чем вы увидите в августе. Оно приехало, да, но вы увидите в августе. Но на самом деле собирать вот такую машину для себя гораздо приятнее по эмоциям, чем вот в текущих обстоятельствах даже покупать новую. Поэтому ищите машину, неважно, было или новую, на дроме. Ну вот, видите, мельчайшие детали. Мельчайшие детали. Полиуретан новый. Это подушечка старая, вместо нее вставляется полиуретан, кронштейн песочится, красится, болты будут новые. Болты будут новые, они все должны быть новые, обязательно. Ничего не остается. Второй. Класс, все, Audi. Made in France, кстати. Но тем не менее. И вот все это так наше по коробкам распихано. Это все будет, скорее всего, новое. Это реснички под фары, они, конечно же... Если эти удастся запесочить, покрасить, то да, здорово. Но, возможно, не удастся. Еще там вот всякий пластик внутри, он тоже весь будет чиститься. Просто проводка. Это все косы. И даже они очищены. У нас даже чистые провода. Вы посмотрите, там нету ни грязи, ничего. Даже они вычищались. Пластик, релюшки.
все чистенькое, нигде никакой пыли, неважно, где это было. Он клемма, понятно, что она будет меняться, но даже она чистая, об нее невозможно испачкаться, все разъемчики, все помечено, что куда шло, наверное, изоленту эту будем обновлять и так далее. Там педальный узел, вы посмотрите, ну все, прямо какие-то вот такие трубки тоже кондерные. Все вычищено, ну все идеально, просто моя идеальная S4. Эта катушка нам больше не пригодится, но тем не менее даже она. Дуда, по-моему, не Орига. Дуда не Орига, Made in France. Да, это не оригинальная дуда, Mixo. Интересно. Ну, дуду, может, оставим, грубо говоря. Это ладно, но тем не менее, вот ее еще не песочили. Рейка рулевая новая, здесь ее не будет. Подрамник и полуоси, все подписано, все по коробочкам, все прямо. Эти пайпы, конечно, больше не пригодятся, это все не нужно. Вакуумник, вероятно, тоже. Я нашел прозрачный люк. Прозрачный люк, мы еще думаем на эту тему. То есть даже вентилятор, крыльчаточка, видите, смотрите, она очищена. На ней нет масла, на ней нет грязи. Все такие вот всякие трубочки, маленькие кронштейники, всего чего только, они отпесочены и покрашены. Вот просто трубка, давай мы ее откроем. Вот он. Каждый элемент резиновый, пластиковый, железный, каждый элемент чистится, красится, восстанавливается. Видно, что он работал по внутренней части, это не новое, но он выглядит как новый. Ничего не оставил. Вы видите, сколько здесь всего? Сколько вот тут вот это все. Всякие вот эти вот трубочки кондиционера. Вот это все. Ты посмотри, посмотри, все. Видите, как очищается? Даже резинка остается вот неповрежденная. Она вся просто идеальная. Все восстанавливается. Такие мелкие части резинку обрезали и так далее. Ну, я не знаю, это просто фантастика, конечно. Леха из Элинг Шоу со своим гидробластом, ну не только Леха, в данном случае сервис Домино, здесь Алексей, еще пескоструйщик, еще красили, еще сколько. То есть каждый день над этой машиной работает 10 человек одновременно в разных частях города, они все колбасят и так далее. Мы сейчас с вами здесь снимаем про вот это все, про гидробласт, про очищение запчастей, про детали и так далее, а там мы все-таки разбираем двигатель. Пошли, там очень интересно. По запчастям у нас ситуация следующая. Мы заранее ищем то, что мы можем купить. И если мы даже что-то можем купить по мотору, мы это меняем и разбираем в любом случае. То есть изначально я вам в прошлой серии говорил, что мы, наверное, мотор трогать не будем. И в первой серии я это говорил, и во второй, что вот мотор прям столбик как останется, так и останется. Но, как вы видите, он уже располовинен. То есть мы смогли найти прокладку головы, значит, снимаем голову и смотрим, что под ней. Ну, потому что есть возможность залезть и посмотреть. Если мы говорим про саму голову, во-первых, она, естественно, тоже очищена. Все это как новое, вы понимаете. Но по ней никаких проблем. Как и заявлял нам продавец, Артем, парня зовут, голову действительно или недавно делали, или она просто так выжила, но, скорее всего, ее делали, потому что 500 тысяч, и она выглядит идеально. Это абсолютно идеальная голова, с ней ничего делать не надо, у нее все в порядке по распредам, по цепи, по клапанам. Единственное, что вот в одном цилиндре клапана имеют характерный налет, как будто бы здесь подогревало. То есть, возможно, это форсунка беднила или что-то было не так, потому что везде есть такой характерный янтарный масляный налет, и только на этих клапанах его нет, потому что, видимо, их грело, этот налет выгорал. Вот, собственно, прокладос. Да, вот она приехала. Одна единственная, да, была в городе в наличии, и забрали. Хотя, мне кажется, на АН мотор все одно единственное. Унифицированный. Да, поэтому еще... По мотору все есть. Но у нас, тем не менее, есть и проблема. Вот наш блок. Но помимо того, что отсутствует зеркало, отсутствует хон и так далее. О, ветошь пришла. В каждой серии про Audi будет эта кошка. Да. Эта кошка с нами с серии про Тойоту началась. Да, Ветошь. Ветошь. Тебя же не просто так зовут Ветошь. Сейчас мы будем тобой все это протирать. Ветошь, как вы поняли, уже пузатая. Ветошь тут времени зря не теряет, и скоро будут
ветошата маленькие. Потому что ветош, все уже нормально, оформлено. Значит, по нашему блоку проблем, конечно, больше. Это и отсутствие хона, и понятно, что зеркало вот здесь вот и так далее. И дымок все-таки был на видосе, когда она в бокс на замер заезжала, вот дымок есть, да, она сбросит. Может быть, да, что турбо подкидывает. Поршня вообще ни налета, ничего. Вот только что сняли голову, как вы видите, никто ничего не чистил. Здесь все кайф. Колено. Нам надо посмотреть колено. Вкладыши. Посмотрим же сейчас. Потому что я уже вижу, ну, и вы мне говорили, да, выработка под сальник есть под задний. То есть что-то с коленом, короче, походу на грани оно приезжает. А номер двигателя на головке блока. На этом блоке нигде нету его номера. Соответственно, блок сюда может залетать любой и даже от другого двигателя. Даже от 2.5 дизеля сюда залетает блок с его поршнями, увеличивается объем, голова накидывается сверху, все управление мозгами, форсунками и прочее турбо остается все то же самое, только на блоке 2.5. И получается пушка. Вот в этом прикол этих вот моторов. Нету серийного номера на блоке никак. И получается, у вас нет замены детали номерной, потому что где, блин, номер? Это номер детали, это не серийный. Номер двигателя, он вот он, АН. И он даже также АНом остается. Вы ставите не АНовский блок дизельный на АНовскую голову, и вот он. И голова у нас в идеале. Таким образом, перед нами в плане двигателя, оказывается, сейчас все дороги открыты. По сути, сейчас надо его подразобрать, понять, что нас там ждет и что делать дальше. Просто принять решение. Но в целом это не проблема. Опять же, даже в текущих реалиях. Но первый вывод очевиден, что голова действительно гораздо... Голову делали, мне кажется, явно. Я, собственно, об этом и говорил Артем, который продавал нам машину. Потому что вот это вот точно 500 тысяч. Тут просто уже не янтарный налет, а он просто черный. Просто мотор 500 тысяч ходил и, возможно, иногда менял масло. И пришел. Под бустом. Но он еще даже не пришел. Он так, чисто поздороваться и дальше. Но мне кажется, вкладыши приехавшие. А, смотри, нет, разбирался. Ты смотри, нацарапанный номер. Оп, смотри. Оп, 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 3, 2. Да, они пронумерованы. Значит, уже разбирался. Ладно, ладно. Не 500 тысяч. 3-4, они пронумерованы все. Значит, все в порядке. Да-да, вкладыш остался. Да, вкладыш прилип. Нет, все ходит, все нормально, смотри. Ну, я уже чувствую, что там ненормально, ни хрена. Даже потому, что ты сдвинул, там уже риски есть. Ну, вкладыш готов 100%, а колено, смотри, синдром VR6. Братан, нет, смотри, а колено-то бодрое. Да, синдром VR6. Так, секундочку. То же самое. Почему это ваговская движуха? Вкладыши умершие, а... Здесь живее, а потому что их цементируют как-то. Типа делают, обжигают как-то, и потом слушай, вкладыши на выкид, все. Опа. Так, а это лучше, ну, вообще, а это вообще идеальный. И колено причем идеальный, и... Нет, смотри, небольшая риска есть, вот чуть-чуть. Но это ни о чем. Ну просто и стенка толстенная, и все вот это, все усиления. Давай вытащим один поршень. Давай, я только за. Так. Смотри, какое масло темное. Масло на месте, только рисочки первые пошли и все. Ни набоя, ничего нет. Кто это делал? Где? С ним что-то делали, да. Так если они пронумерованы, их вытаскивали. Ну-ка, а палец на месте, посмотри. Ага, ага. Да, нормально все. Люфта нету. Короче, слушай, я предлагаю так оставлять и ведро Супротека. Реально, вот это тот самый случай. Да, стрельнет, значит стрельнет. Да, стрельнет, в смысле, 100% стрельнет, уже сколько раз это проходили. Не будет здесь проблем. Вкладыши поменять, и все. И прям пушка. Да, да. Потому что реально нигде не касается. Они не кругленькие, они гранеозные. Да. И на перекладках даже юбка нигде ничего не касается. Он просто идеальный. Да. Но они какие-то, такое ощущение, что в какой-то момент от чего-то возникали, а видишь, такое ощущение, что вот с ним что-то случилось, и в этот момент, да, есть вот такое ощущение. Короче, слушайте, мне кажется, надо оставлять этот блок, это колено, просто вкладыши поменять, сальник, может быть, здесь поставить не до конца, чтобы с этой выработки он ушел, и, короче, и все, и у нас все идеально, прям ничего не надо делать, и побольше Супротека, ну, серьезно. Уже не первый видос, мы наблюдаем, как все это прекрасно работает. И выработка, да. Маслонасос, наверное, новый надо ставить заранее. Не бывает нового. Старый в аккурате. Да? Ну вот, короче, надо его тоже махнуть. У нас наверняка он тоже конченый, да? Маслонасос? Да. Нет. Нет? Ну тогда и... Прям не серия, а время хороших новостей, если кузовню не считать. А так все хорошо. Это вы еще про кузовню с чайкой не знаете. Мы вам скоро расскажем.
если вкратце. Как просрать 1 000 000 рублей. Это вот скоро будет на основном канале. Ладно, движемся дальше. Кузов после песка. Как ребята говорят, это на 3 из 5 или на 2 с плюсом? Не 3 с минусом, ну допустим. Короче, где-то мы там подзачерпываем самой серединки из того, что может быть в адекватном состоянии. Ну, из мелких работ это дырки от саморезов и прочее. Видимо, то ли локеры, то ли что ли было. То есть, ребята, ну, кстати, мне нравится подход. Я бы эти дырки, наверное, даже не заметил и пропустил бы. То есть вы уже занимались до этого, да, кузовней когда-то? Ну, то есть, в принципе, работаете в этом направлении, да? Ну, они, я слышал, что-то делают такое. И их опыт позволяет им вот убирать все эти мелочи, которые я бы, например, не увидел. То есть они вот видят, там в скрытой полости есть дырка где-то вот там, вот что-то подогнуто, короче. Они все это устраняют, подваривают, зашпаклевывают. Зашпаклевывать они будут позже, вернее. И кузов получается, ну, максимально близко к заводскому состоянию. Но по морде, если мы здесь, это еще все хорошо. Порог мы просто не смотрим, потому что, понятно, он будет меняться. Это вся накладка целиком уезжает. Плохо у нас начинается самое плохое, давайте с него и начнем, это полы. Тут, в принципе, даже ничего особо не надо показывать, если честно. Просто дадим пару пролетов, и здесь звездное небо. И оно по цене мне выйдет так же примерно, как в Rolls-Royce, если что. Потому что там, где вот такое звездное небо возникает, там значит, что металл, во-первых, отсутствует там, где само звездное небо, во-вторых, он очень тонкий рядом. Поэтому придется, видимо, то ли часть туннеля где-то покупать вообще кусок, то ли что-то, какой-то ремкомплект изобретать, потому что там будет довольно много металла меняться. Также мы видим, что вот здесь был шов. И ровно по месту сварки, собственно, у нас появляется то же самое звездное небо сзади. Это было все вообще не очевидно до песка. Ну, передняя часть и передние лонжероны, и задние лонжероны, они твердые, как и предполагалось, то есть силовая часть кузова вся в норме, но все-таки центральные туннели, полы являются тоже силовой частью кузова. Ноги пассажира, тоже там звездное небо у нас здесь. Вот только ноги водителя, они на удивление прям хороши. Этот порог, естественно, тоже на вылет у нас идет. Где-то еще здесь ребята что-то метили. Что-то вот здесь уже заварено, видите, это уже работа идет. Были дырки, тоже, видимо, от саморезов, от чего-то еще. Вот здесь стоит такая фишечка, это значит, что здесь то ли изогнуто, то ли... слишком тонкий металл, то есть эту вставку тоже будут менять. Здесь вот тоже что-то будут делать, видите, они прям вот... Ну, я в кузовне не очень шарю, видимо, с точки зрения ее работы. Вот, тут все уже фломастером помечено, это все будет. То есть тут вырезаться будет огромное количество металла. Арки тоже, ребята, сказали не спасти, несмотря на то, что вот она арка, отпесочилась, целая, живая, не мнется, хоть отверткой в нее бей, ее менять будет все равно, потому что у арки есть завальцовка. Учитывая, сколько лет автомобилю, внутри этой завальцовки уже пошла ржавчина. Следовательно, чтобы это все через 1,5 года не полезло жучками заново, это все вот так вырезается и вставляется новая ремонтная арка. Благо, они есть, стоят небольших денег. Ну, здесь тоже звездное небо, это все, грубо говоря, в этом месте не проблема. И еще одна огромная проблема – это хвосты задних лонжеронов. Силовая часть лонжеронов у нас живая, у нас подрамник крепится вот туда и вот сюда, и здесь все идеально. Но как только начинаются хвосты лонжеронов, вот эти кронштейны, кстати, толком не понимая, под что они, эти кронштейны, они прям, их пальцем продавливаешь. На камеру не видно, кстати. Да, он продавливается пальцем, прямо вот, да. То есть кронштейн на вылет, хвосты лонжеронов, вот эти все на вылет вот так. По тому лонжерону аналогично. И этот лонж стоит под углом. Вот по герметику видно, как его надорвало. Как будто очень сильно дергали эту машину при эвакуации. И лонж немножко один вывело аж сюда. В принципе, это основные задачи. Да, мятая задняя панель. Понятно, что вот машину приезжали сзади, и неоднократно это все было и так далее. Немножко какого-то кариеса вот там под фонарями, как у всех. Это все, грубо говоря, ерунда. Ребята говорят, вообще все лечится. Какой-то жести не найдено. Машина в бантик, в поезд не сгибалась никогда. Ни из 3 частей не распил, ни так далее. Вот сюда, видите, что-то явно прилетало. Вот это вот замято. Ну, чуть-чуть. Вон там уже подварили, подделали. Ну, здесь классика. Это понятно, что порога тоже не будет. Арка также вся целиком на вылет из-за этой завальцовки, как я и говорил. И в остальном получается все, как бы в словах вроде это немного, но вот это все исправить, учитывая, что времени у нас очень мало, потому что серии должны выходить каждую неделю, и в них должен быть результат, то и работы здесь тоже придется очень много. В общем, пожелаем серьезнейшей удачи кузовщикам, малярам, и будем следить за развитием событий. Ну, главная новость, то, что кузов этот восстановим.
он будет иметь свою нормальную заводскую жесткость, его не надо списывать в тотал, с ним все в порядке, все номера считаются, это будет оригинальный кузов, хорошо восстановленный, но, как вы знаете, за качеством и за деньгами мы уже точно не постоим, и все-таки обеспечим ребят, чтобы у них было все, чтобы это было сделано качественно. Вот я хочу оставить ее себе, и она должна делаться прямо как завод, и так она и будет. Под конец серии у нас все тот же самый разобранный мотор, уже стоит новая помпа, вот уже полный ящик запчастей, прокладок, в общем, все, что мы нашли, мы разобрали. Мотор все-таки раскидан, естественно, полностью. Голову только мы не трогали, ну потому что она реально в полном порядке, тут с ней ничего не надо. Поршня мы не нашли, шатуны не нашли, но вроде как вот поэтому смотришь, что все нормально. Поэтому, наверное, растачивать не будем. Колечки нашли, колечки поменяются. У поршней на новых колечках соберется вкладыши. Пацаны, а вкладыши нашли или только коренные? Нашли, заказывали. Все нашли? О, ну тогда все, вот это прям бальзам на душу. Поршней только нет с шатунами, по сути, да? Кирилл не спал, искал. Красавчики. Короче, по сути, все, кроме поршней, шатунов и блока, у нас будет новое. Посмотрим, что будет дальше, потому что, на самом деле, даже в блок в продаже есть, поскольку он не номерной. Я, собственно, видел в продаже этот блок, поэтому можно купить отдельно блок будет, пока им заняться, грубо говоря, собирать его отдельно, а потом просто уинч и подменить. В общем, посмотрим по обстоятельствам. А пока все. В следующей серии мы уже чем занимаемся? Мы занимаемся тормозами. В следующей серии мы уже занимаемся сборкой двигателя. Приедут все тюнячки, потому что они едут. Сегодня въехала турбо в страну, и еще что-то сегодня въехало. Мозги в стране уже новые, и все нормально. Все пока что едет, на самом деле, несмотря на все паники, как бы оно едет спокойно через Польшу, через что угодно. Все, как бы, знаете, работают, потому что бабки нужны всем. Все работают абсолютно без проблем. Короче, получается, спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. До встречи в следующих. Салон в следующей серии еще. Там уже начали приезжать тоже ништяки по салончику. И еще очень-очень много всего. И, скорее всего, в следующей серии мы будем просить помощи, потому что есть позиции, которые мы не можем найти никак. Из простого это штатная магнитола. Удивительно, ее вообще не найти. Именно эсочная штатная магнитола была другая. И ее прям совсем нет. Но это уже все в следующих сериях. Спасибо вам огромное, что смотрели эту. Огромной всем удачи. И пока. Еще куча работы.